Всем привет! Сегодня очередной обзор очередного самодельного снаряда. И на этот раз речь пойдет о самодельном снаряде для развития силы хвата. Более конкретно для развития силы щипкового хвата. Так называемый железный кирпич, уже самодельный. Я уже делал обзор на оригинальный именной снаряд, так называемый кирпич Пенделя. Вот он стоит. У него есть один существенный недостаток. Это то, что добавить к нему вес, в общем-то, сложно. Достаточно сложно. Можно, конечно, что-то придумать там с цепями, там, с какими-нибудь подвязками, со скотчем, но это все, в общем-то, не то. И для того, чтобы устранить этот недостаток, я сделал самодельный кирпич подобный. И сейчас покажу, как он выглядит. Выглядит он следующим образом. Вот примерно то, что получилось. То есть я взял профиль. Профиль у нас, толщина профиля 80 мм. То есть примерно как здесь. Ширина 160 мм. И длина, ну в моем случае, поскольку я брал на приемке, какой был, такой был, я взял 310 миллиметров. То есть это длина. Со стороны, с торцов, я варил полосу 80 миллиметров. И в полосу я вырезал специальное отверстие под гайку М24. Вставил гайку, обварил. Но так приваривал эту полосу с гайкой, так что гайка, она у меня получилась внутри, чтобы специально, чтобы ничего не торчало. И так я сделал со всех, ну не со всех, а с 4 сторон. Значит, с торцов и вот с этой длинной стороны. Куда, в общем-то, можно вкручивать вот такие вот шпильки М24. Соответственно, блин. Ставим блин и закручиваем гайкой. И таким образом мы можем утяжелять вот этот вот кирпич в очень широких пределах, ну практически до бесконечности. То есть можно утяжелять с этих сторон, поднимать так одной-двумя руками, можем утяжелять с этих сторон, с двух, можно утяжелять еще и снизу и здесь цеплять. А само упражнение, повторяюсь, можно делать одной рукой, можно делать двумя руками, можно делать горизонтально, можно делать вертикально. И учитывая, что исходный вес пустого такого кирпича 6 килограмм, то в принципе это хороший начальный вес. Можно спокойно расти и расти в результатах, постепенно увеличивая нагрузку. Можно прикрутить такую вот ремгайку и уже цеплять какой-то вес на вертикальном грифе. Ну, таким вот образом. Вот, кстати, чуть не забыл. Это вот исходное, что у меня было. Осталась еще одна заготовка. Вот так этот профиль выглядит. Еще раз повторюсь. Сюда полоса с вареной гайкой. Сюда полоса. Ну а здесь я просто вырезал под гайку. Это у меня будет второй. Он покороче немного. По-моему 260. Я сделаю пару. Ну и буду делать, видимо, на 2 руки тренировки, либо попробую как-нибудь удлинить, чтобы уже получилось что-то типа саксон-бара, но уже настоящий бар. Доска. Не такой, какой сейчас там существует, а уже более похож на доску. Габариты, еще раз подчеркну, они, в общем-то, похожи на габариты кирпича. Габариты стандартного кирпича, по памяти скажу, 250 миллиметров длина, 120 ширина и толщина, по-моему, 65 или 70, 65 все-таки миллиметров. Здесь, как я уже говорил, 80 толщина, 160 ширина и длина, в моем случае, 310. Ну, длину я мог, в принципе, какую угодно сделать, но я оставил, поскольку так, в общем-то, поудобнее выглядит. Помимо тренировки щипкового хвата, это уже хороший снаряд, можно добавить вес,
сделать что-то типа гантели, поднимать вертикально с весом соответствующим своим силам. Ну, еще интересный момент, можно делать вот такое вот упражнение. Вот. Здесь добавлять какую-то нагрузку. Если с 6-килограммовым пустым кирпичом получается достаточно легко, можно прибавить, положить какой-нибудь предмет, блинчик, например, вот этот. Ну, с ними уже вряд ли подниму. Оп, нет, поднял. То есть это вот дополнительное применение наряду с тренировкой щипкового хвата. Очень эффективный снаряд. Вот еще раз, так он выглядит. Вес можно регулировать от 6 килограмм и практически до бесконечности. На этом все. Пробуйте, кому интересно. Тренируйтесь. Всем удачи и без травм.